Всем привет! Сегодня, в День студента, мне бы хотелось поднять такую важную тему, как образование в 21 веке. Каково будущее образования? Куда мы с вами идем? Этот вопрос в первый раз мне задали предприниматели на форуме в Тбилиси в 2023 году. Тогда я смогла ответить на этот вопрос только полагаясь на свои собственные ощущения. Теперь же я изучила рынки труда и хочу поделиться с вами своими находками. Для начала я хотела бы сказать, что мне кажется, что я действительно имею право говорить о сфере образования, потому что у меня достаточно большой опыт преподавания. Причем я начала преподавать не совсем обычно, не со студенческой аудиторией, а с аудиторией взрослых людей. Мои первые слушатели– это была группа ученых Кубанского университета, которым я преподавала основы инновационного менеджмента именно в очень прикладном плане. Мы учились с ними упаковывать инновационные проекты. Потом были программы MBA, программы «Лидеры Кубани», и лишь через несколько лет я вышла на студенческую аудиторию. После этого тоже прошло уже достаточно много лет. Мне довелось преподавать и за рубежом, в частности в Польше, в Индонезии, в Армении. И до сих пор в настоящее время я преподаю в двух вузах. Один из них– это Московский университет, Российский университет дружбы народов, который находится в Москве, и Кубанский государственный университет, который находится в Краснодаре. Так что опыта у меня действительно достаточно. О чем я хочу сегодня поговорить? Ну, во-первых, я бы хотела обсудить такой важный момент о том, каково же содержание образования сегодня и как оно должно меняться в ближайшем будущем. На эту тему я буду говорить, основываясь на данных отчета о состоянии рынка труда, который предоставляется каждый год на Международном экономическом форуме в Давосе. Те данные, которые я буду использовать сегодня, они были опубликованы в 2023 году, в прошлом году, достаточно свежие. Но уже совсем скоро, буквально в апреле месяце, появятся новые данные по рынку труда 2024 года. Тогда, возможно, мы это обсудим дополнительно. И вторая часть моего видео, достаточно короткая, будет посвящена уже моим собственным наблюдениям о том, как внедряются новые технологии в образование и как это может изменить весь процесс. Итак, начнем. Если мы основываемся на данных, которые дает нам отчет Future of Jobs, публикуемый Международным экономическим форумом, то для начала мы с вами можем увидеть, что здесь, какие вообще происходят трансформации в бизнесе, какие тренды больше всего влияют на бизнес. Это данные опроса нескольких тысяч компаний из европейских стран, из азиатских стран, в принципе, можно сказать, компании по всему миру, которые, отвечая на опросник, как раз вот отмечали наиболее затрагивающие их процессы. Среди них, как вы видите, 86 с лишним процентов– это все более широкое внедрение новых технологий, причем любых технологий, не только цифровых. Цифровые технологии стоят на втором месте. Дальше идет внедрение ESG-стандартов, то есть стандарты, которые подразумевают экологическую и социальную ответственность. Далее идут чисто экономические факторы: рост стоимости жизни у потребителей и замедление роста мировой экономики. Опять чуть ниже, 69,1%, идут глобальные такие вот трансформационные процессы, как зеленая трансформация, потом изменение цепей поставок, то есть возможные сбои или повышение стоимости логистики, рост внимания потребителей к социальным и экологическим аспектам, инвестиции в адаптацию к изменениям климата, локализация цепей поставок, более строгие правила по безопасности данных, а также старение населения в развитых и развивающихся экономиках. Эти тренды, они давят бизнес и заставляют его изменяться и, соответственно, искать новых специалистов, которые бы могли помочь этим изменениям и этой трансформации.
Следующий слайд вы видите, здесь уже результаты исследования, проведенного другим методом. Здесь собирались данные в крупнейшей социальной сети LinkedIn. Вы, наверное, знаете, что это сеть мировая, где публикуются резюме и вакансии. И она дает наиболее представительный срез по тем вакансиям, которые сейчас наиболее востребованы. Здесь показывается на слайде 10 вакансий с наибольшим ростом за 2018-2022 год. То есть вот за эти годы, где получился наибольший прирост по постам, в которых требовались вот такого рода специалисты. Ну, некоторые вакансии сложно перевести на русский язык, но тем не менее давайте попробуем. Самый большой прирост, плюс 53%, это специалист по привлечению талантов. То есть специалист отдела HR, который работает с наиболее квалифицированными сотрудниками. Дальше идут аналитик по устойчивому развитию и представитель по развитию продаж. Чуть меньше набирает аналитик по работе с клиентами, плюс 42% показывают сразу 4 позиции. Это специалист по устойчивому развитию, специалист по работе с клиентами, менеджер по маркетингу роста и партнер по привлечению талантов. И плюс 40 показывает менеджер по устойчивому развитию и плюс 39 координатор рабочего пространства. Если попытаться немножко обобщить эти данные, то можно сказать, что наиболее быстро растущая востребованность наблюдается у специалистов в области устойчивого развития, у специалистов в области работы с наиболее талантливыми и высококвалифицированными сотрудниками и у маркетологов. Далее, давайте посмотрим наиболее интересные сферы, где происходят наиболее серьезные изменения. Конечно, в первую очередь это цифровая трансформация. В этой сфере проведено исследование, опять-таки методом опроса, и здесь показан процент компаний, которые ожидают либо рост, либо спад востребованности определенных профессий, определенных позиций. Более половины опрошенных компаний ожидают рост таких позиций, как специалист по электронной торговле, специалист по цифровой трансформации и специалисты в области цифрового маркетинга. Но, тем не менее, в данной сфере ожидается и спад. Например, 19% компаний ожидают, что будет спад различных профессиях, таких, которые проверяют данные, например, билеты, деньги, то есть это кассиры, люди, которые выпускают и проверяют билеты, люди, которые вводят данные, люди, которые занимаются бухучетом, которые занимаются ведением различного рода реестров. То есть вот эти вот все функции ожидается, что возьмет на себя искусственный интеллект. Следующая очень интересная сфера – это энергетический переход и адаптация к климатическим изменениям. Здесь ожидают рост 100% компаний и ожидают рост востребованности таких специалистов, как инженер по возобновляемой энергетике и специалисты в области устойчивого развития и защиты окружающей среды. Спада в этой области вообще не ожидается. Следующий момент. Работа в области высоких технологий. То есть здесь мы говорим о таких вот самых-самых востребованных инновационных технологий. Тоже не ожидается никаких спадов, ожидается 100%, ожидают рост на востребованности таких специалистов, как аналитика данных, причем различного рода глубины. Здесь есть и позиции исследовательские, и позиции чисто аналитические, специалистов в области больших данных, специалистов в области бизнес-разведки, специалистов в области различных баз данных и инжиниринга данных, а также специалистов в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Ну, однако это и не все. Не стоит унывать тем, кто не очень хорошо чувствует себя в области данных или в области инжиниринга. Ожидается большой рост в сфере образования, причем образования именно профессионального, то есть это вот как раз университеты, колледжи, высшая школа.
Ожидается, что будет рост в этой сфере примерно 10% в ближайшие 3-5 лет, причем наибольший рост будет в тех странах, которые сейчас не входят в группу G20. То есть можно это сказать, что это развивающиеся страны второго эшелона. Очень большой рост количества свободных вакансий ожидается в области сельского хозяйства за счет совокупного эффекта сразу нескольких тенденций, таких как сокращение цепочек поставок, рост затрат на ресурсы, в том числе на энергетические ресурсы, увеличение использования сельскохозяйственных технологий и увеличение инвестиций в адаптацию к изменениям климата. Есть определенные ожидания роста в области сервисного обслуживания и логистики, но здесь оценки различных специалистов серьезно разнятся, поэтому точных количественных каких-то прогнозов дать невозможно. Но в целом ожидается рост в сфере обслуживания, ремонта дронов, роботов и другой современной техники. В сфере логистики также ожидается рост, но не по всем, видимо, группам специальностям. В частности, специалисты расходятся в оценках востребованности таких профессий, как водители крупных грузовиков. Некоторые считают, что эта профессия будет востребована и дальше. Некоторые предрекают, что эта профессия уже востребованность пойдет на спад. Давайте теперь обсудим, какие же скиллы будут востребованы. То есть профессия- это понятно, а какие же будут востребованы скиллы. Ну вот на слайде, который сейчас у вас перед глазами, вы как раз видите график. Здесь различные виды навыков, причем они разделены в разные группы и выделены разным цветом. Это и когнитивные навыки, это и навыки именно такого эмоционального интеллекта и вовлеченности, это и этика, это и навыки чисто управленческие, физические возможности и так далее. Если вы посмотрите на слайд внимательно, то вы увидите, что самые первые востребованные навыки- это аналитическое мышление и креативное мышление. То есть когнитивными навыки являются сейчас самыми востребованными. Потом идут вот такие вот, можно сказать, эмоциональный интеллект. Это устойчивость, гибкость, адаптивность, это мотивация и осознанность, это любопытство и способность к постоянному обучению. А также востребована технологическая грамотность, востребована эмпатия и активное слушание. Можно выбрать себе такую профессию, да. Востребовано лидерство и социальное умение влиять на общество и чисто такие менеджерские навыки, как контроль качества. Контроль качества замыкает десятку самых востребованных навыков. Дальше идут системное мышление, управление талантами, как это сказать правильно, клиентский сервис, менеджмент ресурсов, искусственный интеллект и большие данные. 16-й пункт очень замечательный. По-прежнему востребованы навыки чтения, письма и математики. 17-й навык это дизайн и пользовательский опыт. 18-й навык- способность разговаривать на разных языках. 19-й навык- способность к обучению и менторингу, программирование. Ну и дальше по уменьшению важности. Пойдем дальше. Теперь мне бы хотелось ответить на вопрос «как?». Как мы будем строить образовательный процесс в будущем? Ну, здесь уже я не основываюсь на каких-то аналитических отчетах, мне бы хотелось поделиться просто своим опытом, потому что я работала во всех, в принципе, 3 сферах, которые здесь выделены, и могу сказать что-то о каждой из этих сфер. Первое- это традиционное высшее образование. Вторая сфера- это корпоративное обучение, то есть когда проходит обучение в рамках компании, компания организует это обучение, и индивидуальная образовательная траектория, которую в основном формируете либо вы самостоятельно, либо кто-то, как, допустим, коуч или ментор, вам в этом помогает. Что здесь можно сказать? Ну, все зависит, конечно, я считаю, от цели. То есть если у вас целью
вашего обучения является получение диплома, то здесь, конечно, наилучшая опция – традиционное высшее образование или профессиональная переподготовка, потому что диплом по-другому получить нельзя. Но это время ваше достаточно большое, это ваши деньги, так как у нас второе образование является везде платным, во многих местах и первое тоже. Поэтому нужно, конечно, смотреть, насколько этот диплом действительно необходим. Если ваша цель – это карьерный рост, тем более в рамках какой-то одной компании или одной сферы, то, наверное, как наилучшую опцию можно порекомендовать корпоративное образование. Но тут же нужно сказать, есть минус, такой вид образования сильно привязывает вас к компании. То есть компания в вас сильно вкладывается, и, разумеется, компания будет заинтересована, чтобы вы дальше работали с ней как можно дольше. И если ваша цель – это открытие новых профессиональных возможностей, то здесь, конечно, можно рекомендовать это различные платные и бесплатные курсы, лекции, мастер-классы и так далее. Их очень много. Есть сейчас компании, которые там специализируются, есть просто в Ютубе различные курсы. Но здесь, конечно, заранее сложно оценить качество и результат таких курсов, поэтому нужно подходить к выбору весьма разборчиво. Я бы хотела дать несколько своих рекомендаций. Хотите – пользуйтесь, хотите – нет. Но вот из моего опыта я хочу посоветовать вам, если вы ищете какое-то высшее образование, вам нужен диплом, обратить внимание на онлайн-программы ведущих университетов. В частности, такой формат, как цифровая магистратура. Он сейчас активно развивается в Москве. И, допустим, любой человек, даже не обязательно живущий в Москве, может подключиться к такой программе. Это существенно расширяет спектр вашего выбора и сокращает ваше время на обучение. Также я бы хотела рекомендовать известные образовательные площадки. Здесь уже больше для повышения своей квалификации. Эти образовательные площадки размещают лучшие университетские курсы. Например, это площадка Coursera, хотя она сейчас в России закрыта, но она не закрыта в других странах. И такие площадки, как, например, edX.org. Там вы можете найти очень хорошие курсы от ведущих преподавателей. Более того, эти курсы снабжены различными учебными материалами, которые вы можете пройти и тоже получить какое-то официальное подтверждение того, что вы закончили данный курс. Ну и тем, кто просто занимается раскрытием новых талантов в себе и новых возможностей для себя, можно предложить большой выбор различных бесплатных курсов в формате edutainment. Это очень такой вот востребованный формат education и entertainment, два слова, соединенные вместе, образование и развлечение. Это могут быть выступления на TEDx, это может быть научная журналистика, или образовательные каналы на YouTube, которые ведут различные энтузиасты типа меня. Хотелось бы дать вам еще немного в конце мотивации. Обучение – это все-таки классно. Я считаю, что если учеба для вас скучна, то вы просто выбрали не тот вид учебы, который вам нужен. Во-первых, учеба всегда делает вас более успешными профессионально и создает уникальные конкурентные преимущества. Вы будете всегда более востребованы на рынке труда, чем люди аналогичного возраста и аналогичного бэкграунда. Второй позитивный момент в учебе – это продолжительность вашей активной жизни. Доказано, что учеба улучшает когнитивные способности, помогает сохранить мозг молодым, помогает сохранить реакцию, и это очень важно, поверьте. Знания дают уверенность, они повышают самооценку, преимущества дают в отношениях с работодателями. Ну и вообще учеба вполне может быть удовольствием. Это новые возможности, это новые знакомства, это новый опыт, и все это вместе обогащает вашу жизнь.
Итак, я надеюсь, этот небольшой экскурс в образовательную среду будет для вас полезным. Я думаю, что если вы меня сейчас смотрите, то вы уже знаете все мои координаты, ссылки на мой YouTube-канал, ссылки на мой Telegram-канал. Ну, на всякий случай для тех, кто попал сегодня на меня случайно, все мои координаты вы видите здесь. Впереди у нас новый семестр. Уже буквально на следующей неделе я начинаю несколько новых курсов в университете в Краснодаре. Наиболее интересные лекции буду выкладывать тоже на YouTube, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, будем учиться вместе. Пока-пока.